Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Не отходя от кассы, только что прокультивировал. Теперь буду почвенной фрезой фрезеровать. Земля порадовала, земля хорошая, надо поработать. Рекомендовали мне зрители снять внутренние фрезы, чтобы двигателю было легче. Ну, тогда, на тот момент, когда я здесь пробовал, здесь еще земля очень сырая была. Сейчас она уже даже как-то ближе подпыливать стала. То я и не думаю, что надо снимать эти фрезы. Не хочу. Пускай работает как есть. Как один человек написал, сними все фрезы, вообще легко пойдет. С этим я согласен. Есть фрезы, пускай работают. Если совсем мокро, вот тогда уже и стоит заниматься снятием. А по такой земле, я думаю, все прекрасно будет. Поторопился. Надо было сначала подножку выдавить, а я что-то поторопился. Рука разработалась, пока что даже и не сильно-то и болит. Может, к вечеру разболится. Что по фрезе, по ней уже видео было. Был момент, с передачи снял, заглох мотоблок. Ну, я, как обычно, с передачи снял, заводить не заводится. Ёпта, если на колеса крутится. Что за ерунда, думаю. Забыл ВОМ отключить. ВОМ не забывайте отключать. ВОМ — это как передача. Включен ВОМ, значит включена передача. Неважно, что на коробке передача выключена. И всегда при окончании работы не оставляйте ВОМ включенным. Выключайте, переводите мотоблок, потом опять включаете. На ходу это страшное дело. Да, забыл добавить, читайте инструкцию, потому что при работе с фрезой нужно сцепление, ослаблять контргайку и, по-моему, ну посмотрите в инструкцию, по-моему, выкручивать на полоборота надо, чтобы сцепление вело, чтобы при включении передачи, при выжатом сцеплении мотоблок начинал чуть-чуть ехать, уже даже с выключенным выжатым сцеплением, но включенной передачей. То есть это значит, это для чего сделано? Для того, чтобы сберечь, продлить срок годности сцеплению. При работе с фрезой оно испытывает большие нагрузки, и для этого сделано так, чтобы его немного вело. Я это сделал заранее, потому сейчас я уже это не показываю. Ну вот, прекрасно фреза идет, все отлично. Чуть-чуть иногда надо приподнимать ее, чтобы она не буксовала, чтобы двигателю легче было. Но это изредка. Я по осени с этой землей работал, но еще не настолько обработанный, как сейчас. Тяжело было даже с фрезой работать. На тот момент я уставал. Сейчас просто идешь гуляющий. Ну, конечно, это уже не культиватор. Да и земля в хорошем состоянии, все лучше и лучше становится. Все более однородная становится. Она раньше была где-то песок, гора песка, где-то земля. Сейчас все перемешивается, все такое красивое становится. Результат очень нравится. Душа радуется. Ну, как видите, мотоблок справляется с почвенной фрезой. Можно ли ставить, повторюсь, на 9-сильный? Можно, если убрать две внутренние фрезы. Я думаю, да. Либо если у вас, как на Гродненщине, там песчаная земля, ну или вообще просто, может быть, еще где-то песчаная земля, то вполне возможно. Если бы у меня был 9-сильный двигатель, я не думаю, что у себя на земле я бы сумел работать с этой фрезой. Я бы даже этому двигателю добавил бы еще 3 лошадки, ну 2. В общем-то, все нравится. Ну, бывает, иногда надо чуть-чуть приподнять. Опять же, повторюсь, когда через время, скорее всего, это вообще даже уже и не понадобится. Сейчас иногда надо. Камень разбивает прекрасно, наматывает коренья. Кореньев здесь тоже хватает. Кореньев этих растений, сорняков. Земля как перина становится, хоть ты ложись спать после работы.
Иногда мотоблоку надо давать отдыхать. Чувствую, что он перегревается. Сейчас на улице плюс 20, наверное. Сегодня прям лето-лето началось. Вообще, конечно, почвенная фреза класс. Берите, не пожалеете. Есть возможность, берите. Даже на 9-сильные снимите 2 фрезы. Либо даже не почвенную фрезу, берите культиватор. У него и захват больше, там 1,20 м, наверное. Собственный двигатель, без всяких, просто мотокультиватор. Тоже прекрасная вещь. Я работал, но на разворотах тяжело. В дифференциалах там, естественно, нету. На разворотах приходится упираться. Если не пугает на разворотах проблема, то работайте. Но есть у меня знакомый, у него Штенли. Вот он в деревне культивировал. С его слов, говорит, ну и к черту. Я всего 1 раз работал с мотокультиватором. На тот мне момент показалось, я еще был полон силы здоровья, помоложе, лет 6 назад. Тогда казалось нормально. Возможно, на такой площади я бы уже тоже сказал, ну и к черту. Ну а тут с дифференциалом. Кстати, подписчики, зрители говорят о том, попробуй работать с заблокированным дифференциалом. Я все работы произвожу только с заблокированным дифференциалом. Без него, на разблокированном, я 1 раз попробовал, вот так вот по всему полю начал гулять. Да, нет, только на заблокированном все работы производятся. Иначе он просто буксует и мотает его по полю. Земля после обработки становится прекрасная, как песочек. Она и так-то, в принципе, неплохая, но здесь уже ни камешков, ничего. Сыровато еще, пойдет. Вот так я отработал с фрезой. Фреза вещь, просто шикарная. Советую всем. Если, берите, не пожалеете. Фреза, все, едешь. Даже под конец уже забыл включить дифференциал. Так и на разблокированном и ехал. И то прекрасно шла. Конечно, земля уже подготовленная. Плюс более-менее. Даже коренье, даже прополкой занимается. Это фреза сморгонская. Наматывает на себя очень длинные коренья, потом сбрасывает их здесь. Советую всем. Берите. Надо только, чтобы посмотреть обслуживание. Кто-то жаловался, что там мало смазки в редукторе. Надо посмотреть. Вот уже для нее работы больше нету. Только, наверное, в этом году вообще больше для этой фрезы работы мне не будет. Я не знаю, где-то больше разрабатывать участки я не хочу. Нету на это времени. Может, потом когда-нибудь где-то. Не знаю. Не устал совершенно. Небо и земля. С этим культиватором, с плугом тяжелее. Я все понимаю. Все приходит со временем, всему учишься. Плюс земля. С каждым разом земля все более подготовленная становится. Все очень нравится. В восторге от того, что дренажи мы отработали. Я думал, приеду, здесь будет болото. Думаю, когда я эту картошку высажу? Может быть, думаю, к концу мая. К концу мая садят и к концу мая, ничего страшного. Даже в июне садят. А нет, шикарно. Сейчас за ночь подсохнет и уже завтра буду садить. Не знаю, под что я буду садить. Попробую с утра приехать пораньше. Так, это уже будет завтра. Пока на этом все. Вот я сегодня культиватором походил. Рука вначале болела, сейчас вообще шикарно, как будто, как молодой, выздоровел. Во время труда выздоравливают ушибы, зарастают переломы, стягиваются раны. Главное работать на земле в радость, в удовольствие. Не бухать, не заниматься ерундой. Когда на душе спокойствие, тогда и жизнь хороша. Пришла сорока оценивать мою работу.